Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео поговорим о том, какие вещи не стоит хранить у себя в доме, потому что эти вещи не только приносят разрушение в вашу жизнь, но и притягивают не очень хорошие события. Давайте вместе с вами, друзья, будем более подробно разбираться в этом видео. Дом, как вы знаете, это особое место в жизни каждого человека. Ведь недаром говорят, что дом – это крепость, в которой лечат собственные стены. Когда куда-то уезжаешь, даже если тебе там хорошо все ладится, всегда скучаешь за домом. В него хочется вернуться как можно быстрее, а все дело в особой энергетике, которая его наполняет. Для каждой семьи, для каждого помещения, жилья она своя, и между собой похожих нет. Даже если вы переедете в другое жилье, в другой город, всей семьей, у вас будет другая особая энергетика. Это станет для вас новой крепостью, но она будет абсолютно другой, не хуже и не лучше, а просто другой. Каждый из нас старается сделать свой дом уютным, комфортным для проживания, для того, чтобы в нем было все, что нужно для счастливой жизни. Для этого мы приносим в него различные вещи, предметы, технику, мебель и обустраиваем это все, полагаясь на свою интуицию, которая указывает, как и что нам лучше сделать. Сейчас стало очень модно приглашать дизайнеров. Такой дом будет красиво обустроен, но вы должны понимать и то, что он не будет иметь такой энергетической силы, которую имеет дом, в котором вы все сделали сами. Ведь никто не может со стороны знать, как для вас будет лучше, комфортнее, где вы хотите видеть конкретно ту или иную вещь. Даже если вы обговорите все до мелочей, у каждого человека пусть и похожее видение, но оно все-таки свое. Дом должны наполнять только светлые и сильные энергии, так как это помогает нам ощущать в нем спокойствие, иметь хороший сон, порой видеть даже вещи и сны, а также быстро восстанавливать биополе и укрываться от бед и неприятностей, ощущая уверенность в том, что завтра все наладится и обязательно получится решить любого рода проблемы, что у вас на это хватит сил, и вы обязательно увидите и почувствуете, в каком направлении для этого вам нужно идти. В доме с хорошей энергетикой у каждого из членов семьи все ладится. Огорчения и неприятности обходят стороной. И хочется мечтать, строить планы, добиваться их. Люди любят друг друга. И звучит, конечно же, радостный смех. Они излучают добро и бодрость, духовный и эмоциональный подъем. Им не хочется тратить свои силы на конфликты, ссоры. Они считают, что в жизни много прекрасных моментов, которые больше заслуживают их внимания. Что не скажешь про дом, в котором живет негатив, так как в таком доме люди озлобленные, их ничего не интересует, они постоянно уставшие, депрессия, неприятности сопровождают их всюду, и они много времени тратят на ссоры, выяснение отношений, им нравится жить такой жизнью, так как они не представляют ее без негатива и менять, конечно же, ничего не хотят. В доме с плохой энергетикой не будут и расти растения, будут вянуть цветы. Животные будут беспокойными, могут периодически вести себя странно, делать то, что им ранее было не свойственно. Например, собака может начать без причины выть. Кот будет сидеть в той комнате, где больше всего негатива, и мяукать беспрерывно. Дети будут часто капризничать, плакать, и вы не сможете определить причину, что нарушает их спокойствие, и выяснить, почему они себя так ведут. А сны будут беспокойными, они будут вялыми, могут часто болеть простудными заболеваниями, так как негатив на них будет влиять в большей степени, и у них не то что биополе разрушится, а иммунитет ослабнет. Сдавая анализы, по ним не будет абсолютно никаких сбоев или чего-то вне нормы. В ночное время суток будет ощущаться повышенная негативная активность. Вам будет казаться, что в комнате присутствует кто-то другой, и будет страшно подняться с кровати для того, чтобы сходить попить воды или еще по какой-то причине.
Такой разрушительный негатив способен притягивать темную сущность, которая, попав к вам в дом, будет разрушать все на своем пути и отбирать у членов семьи не только энергии, но и здоровья. Поэтому, как вы уже поняли, нужно пристально следить за энергетикой жилья, вовремя проводить чистки и придерживаться правил, о которых далее мы с вами поговорим, чтобы не допустить негатива в свой дом. В вашем доме не должно быть ни в коем случае быть разбитых, треснутых зеркал, так как такой предмет сам по себе уже несет огромный негатив, который за очень короткий промежуток времени негативом наполнит ваш дом. Этот негатив будет нести в себе беды и в большом количестве, которые скажутся на том члене семьи, который большее количество раз будут смотреться в это зеркало. Зеркала с давних времен наделяли сверхъестественными силами. Их энергетика крепко связана с энергиями, которые его окружают. А разбитое зеркало способно искажать их и менять не самым наилучшим образом. Чем старше зеркало, тем больше информации оно имеет и несет о каждом человеке при этом без исключения. Поэтому, когда с ним что-то случается, приходится ждать неприятностей. И чем больше такое зеркало будет находиться в доме, тем больше вот таких вот и неприятных моментов оно в него будет притягивать. Также зеркало, если у него есть сколы или даже трещинка, которая проходит полностью через него, способна изменять человеческое биополе, меняя его форму, что делает человека подвластным всему плохому и неблагоприятному извне. Зеркала в вашем доме должны быть целыми, на них не должно быть не то что повреждений, на них не должно быть даже царапин, чтобы потом не пришлось жалеть о том, что не выкинули их вовремя. Если вы нашли в доме или же под дверью подклад, например, кусочек шерсти, нитки, волосы, это может быть даже ржавая булавка, иголка, гвоздь, кусочек лезвия ножа, это могут быть даже ножницы, кусок какой-то ткани, землю, крошки. Это может быть пшеница или какая-либо вообще другая крупа. Это нужно срочно вынести из дома, применяя при этом все правила, чтобы также сразу убрать негатив, если вы оставите его на время, чтобы решить, что с ним делать. В это время он начнет воздействовать на всю семью или же на того из членов семьи, кому он предназначался. Наилучший способ и самый простой, который поможет вам нейтрализовать негатив от подклада, это огонь. Разожгите огонь, киньте в него то, что вы нашли. Независимо, горит этот предмет или нет. Огонь способен сжигать любые нехорошие энергии и разрывать их связь с человеком. Когда вы бросите подклад в огонь, трижды обязательно проговорите такие слова: «В огне данный предмет горит, силу свою теряет, на меня и членов семьи моих больше не влияет. Порчу убирает, негатив из дома отгоняет». Вернувшись домой, окурите дом 3 щепоточками мяты. Обязательно капните туда сок лимона. И как только вы это сделаете, вы сразу ощутите, что негативного влияния на вас и на вашем жилье больше нет. Если у вас нет наличия мяты, тогда используйте универсальную соль. Также в вашем доме не должно быть предметов, которые ассоциируются со смертью. Это может быть и череп, это может быть шкура животного, чучело из животного, рога, это может быть панцирь черепахи, засушенные какие-то жуки, бабочки. Знаете, все это способно нести в ваш дом именно мертвую энергетику. А это не то, что недопустимо, это очень опасно для людей, которые в таком доме живут. Члены семьи могут попасть в аварию, заболеть, сломать руку или ногу. Если у вас есть что-то такое, вынесите это срочно из дома, выбросите, завернув белый кусок ткани. А если вам жалко выбросить, отдайте в музей или в какое-то заведение, интерьер которого подходит под ту вещь, от которой вам нужно избавиться. И отдавайте ее левой рукой, про себя при этом проговаривая такие слова: «Связь с этой вещью не имею, энергетику ее в дом свой не принимаю, и его от нее освобождаю». Так вы разорвете с ней связь, и она больше не будет на вас воздействовать.
Вы знаете, многие люди любят привозить ракушки с мест, которые они посещали. Но вы знаете, это очень привычка плохая. От нее лучше отказаться раз и навсегда. Почему, спросите вы? Ведь ракушка несет в себе энергию пустоты и способна не только перекрывать энергетические каналы, попадая в ваш дом, что будет уже мешать светлым энергиям в нужном количестве в него попадать, но и также негативно влиять на отношения в семье, притягивать проблемы на работе, а также денежная энергия перестанет посещать ваш дом, из-за чего в нем начнутся денежные потери, а все члены семьи начнут ощущать денежную нужду. А ракушки, которые состоят из двух створок, несут в себе еще и энергетику смерти, что будет разрушать, как вы уже поняли, все в округе, а значит и энергетику вашего жилья. Поэтому без сожаления соберите все и вынесите, например, на дачу. Как вариант украсьте клумбу или же просто выбросите. Найдите другое, более приятное и полезное увлечение. Ну, например, покупать, а лучше натуральный камень в том месте, которое вы посещаете. Вот такая привычка будет наоборот помогать вам и притягивать потоки сильных энергий, которые будут следить уже за энергетикой жилья и благоприятно влиять на всех, кто находится в таком доме. Часто мы с вами принимаем подарки от людей, отношение которых к нам нечистосердечное. Мы знаем об этом, но боимся отказать и обидеть таким действием человека, а значит и осознанно принимаем тот негатив, который нам преподносят. Приносим его в свой дом и позволяем ему без труда в нем поселиться. Отказывайтесь от таких вещей, не думайте о том, что может подумать о вас данный человек, что ему может быть неприятно. Он ведь дарит вам такую вещь с плохими помыслами. Но если уже возникла такая ситуация, что вы не можете не принять такой подарок, нужно про себя проговорить такие слова. Я подарок беру, а все помыслы владельцу оставляю. К себе их вблизь не подпускаю, домой не приношу и энергетике жилья вред не причиняю. После этих слов можете брать данный подарок, но лучше, если решите не пользоваться, проведите лучше всего энергетическую чистку более сильную, так как при длительном взаимодействии он может оказывать на вас вред. Можете его продать, а уже на вырученные деньги купить себе то, что пожелаете. Такая вещь или предмет будут вас радовать и точно не принесут вам проблем. В доме не должно быть и битой посуды, даже если вы ее очень аккуратно подклеили и на ней ничего не видно, как вы думаете. Но такая посуда несет уже негативную энергетику и способна приносить вред, который негативно скажется на всех тех, кто будет с нее кушать, а также будут притягивать сильные потоки негатива, которые будут разрушать особую энергетику жилья. Такими предметам не место в вашем доме. Лучше избавляйтесь от них сразу, а также если вы не будете выбрасывать вовремя поломанные, побитые и испорченные вещи, то никогда ничего нового и положительного не придет в ваш дом и вашу жизнь. Не должно в вашем доме быть и часов, которые не работают, так как они мешают энергиям передвигаться по жилью и тем самым образуют энергетический застой, что очень быстро начинает ощущаться. Не должно быть в вашем доме старой изношенной обуви, так как она будет притягивать нехорошие энергии не только к вам на протяжении всего времени, но когда вы будете в них находиться, но и также в ваш дом, что, конечно же, скажется неблагоприятно на его энергетике. Старым календарям, даже если у вас с ними связаны какие-то благоприятные события, не должно быть в вашем доме, так как они будут мешать всем, кто живет в этом доме, двигаться вперед. Постоянно будут сбивать с выбранного пути и наполнять голову негативными мыслями, которые будут отвлекать от правильных действий и обдуманных поступков. Наоборот, старайтесь свой дом наполнять только всем наилучшим, новым, интересным, чтобы это притягивало в ваш дом только светлые энергии и благоприятно сказывалось уже на всех членах семьи. Не нужно сохранять в доме и вещи умерших людей, потому что они способны влиять на ваше жилье и на вас уже как вампиры, и будут вытягивать энергии и передавать их в потусторонний мир, а значит постоянно делать вас энергетически слабым, и чем больше вы с ними будете находиться под одной крышей, тем больше они будут оказывать на вас влияние и тесно переплетаться с энергиями, которые их окружают. Также, глядя на такие вещи, вы будете испытывать и негативные
негативные эмоции, жалость, а это уже будет разрушать вас изнутри, притягивая в вашу жизнь депрессию и плохое самочувствие. Поэтому сжигайте вещи, которые непригодны, а если вещи в хорошем состоянии, постирайте обязательно их в соляном растворе и отдайте тем людям, которые в них будут нуждаться. Так вы и дело хорошее сделаете, и людям, нуждающимся, поможете. Ни в коем случае не стоит вам приносить в дом старинную вещь, а также антиквариат, историю которого вы не знаете и не можете проследить, ведь любая вещь, предмет впитывает в себя энергетику прошлого владельца. Если это был плохой, злой, завистливый человек, то с появлением такого предмета в вашем доме вы быстро ощутите ее влияние на дом и на членов семьи. Но если вы вдруг увлекаетесь такими предметами и не можете их не приобретать, тогда подожгите свечу белого цвета, проведите по всему его периметру и при этом проговорите обязательно такие слова. Энергетику плохую данный предмет в дом мой не принесет. С прошлым владельцем связь теряет, а с нами ее обретает. Так вы нейтрализуете прошлые энергии, и он точно не принесет вам вред. Девочки и мальчики, используйте эти знания себе во благо. Освобождайте дом от ненужных вещей и следите за особой энергетикой своего жилья, а также берегите светлые энергии, которые окружают вас и каждого из членов вашей семьи. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.